Отмена выборов в России. Ситуация обостряется, и власти запускают аварийный сценарий. 5 мостов уничтожены. Полный разнос логистики на оккупированных территориях. Превращение Крыма в остров идет ударными темпами. Зеленский сильно напугал Лукашенко. Отмена важного мероприятия в Минске. Слова Путина экстренно вырезали из выступления. Почему пришлось отредактировать главу Кремля? Премьер-министр призвал изменить Конституцию. Что вынудило соседа России пойти на такой шаг и что собираются изменить? Операция Кремля в Латвии началась. Игра на самой чувствительной теме и протесты в столице. Об этих и других событиях к утру 1 июля. Среда, середина недели, а мы посреди всего, в самой гуще событий разбираемся просто, четко, понятно и по делу. Это «Нехта» в студии. Олесь Корниенко. Я сейчас все снесу жизнь. А ну быстро мне топливо дали, блядь! Топливный кризис в России может стать причиной серьезных политических изменений. Власти уже 3 регионов страны ввели режим повышенной готовности. После Забайкальского края и Иркутской области о РПГ объявила Пензенская область. Во всех 3 регионах уже действуют ограничения на продажу бензина. В зависимости от субъекта водителям разрешают покупать от 15 до 100 литров топлива на одну заправку. Давай, соси, а то, не дай бог, блядь, весь бензин закончится. Сосать нечего будет. Любопытно, что режим повышенной готовности позволяет властям при необходимости переносить выборы. Ранее в российских СМИ появились сообщения, что именно такой сценарий силовики предлагают Путину из-за неуверенности в результатах сентябрьских выборов в Думу. Украина продолжает разрушать военную логистику России на оккупированных территориях. Силы обороны нанесли удары еще по 2 важным переправам. Как сообщил Генштаб ВСУ, под удар попал автомобильный мост в районе Азовского, Запорожской области, а также железнодорожный мост возле поселка Ички в оккупированном Крыму. По данным украинского командования, российская армия использовала их для переброски личного состава, техники и боеприпасов. Масштаб повреждений сейчас уточняется. Превращение Крыма в остров идет просто ударными темпами. Накануне Генштаб ВСУ заявил о повреждении 3 других мостов на оккупированных территориях. Какие у вас прогнозы? Когда дойдет очередь до Керченского? Хотят ли русские войны? Социологи выдали сенсационный результат. По данным нового исследования Института конфликтологии и анализа России, 81% опрошенных готовы поддержать решение о завершении войны уже завтра. Это самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения. Одновременно число сторонников войны до победного конца сократилось до 9%. Это минимальный уровень за все время боевых действий. Кроме того, война снова стала главной проблемой для россиян. Ее назвали 33% участников опроса. Для сравнения, низкие зарплаты беспокоят 24%, а рост цен 18% респондентов. Авторы исследования отмечают, что война перестала быть для россиян фоновым событием и вновь стала главным фактором, влияющим на повседневную жизнь. ВСУ отменяют массовые мероприятия не только в Москве. В Минске в пятницу не состоится военный парад к так называемому Дню независимости. Вместо него власти ограничатся концертом и праздничным салютом. Ранее Владимир Зеленский потребовал от Лукашенко убрать ретрансляторы, позволявшие российским дронам эффективнее бить по целям в Украине. На прошлой неделе Киев заявил, что эти устройства отключены белорусскими властями, но не разобраны, как это требовал президент Украины. В Минске, конечно, никак не связывают отказ от проведения парада с возможной угрозой нанесения удара со стороны ВСУ. Ведь Владимир Зеленский не издал указа с разрешением проведения этого мероприятия, как это было с майским парадом в Москве. Представители режима Лукашенко придумали отмазку, мол, военные игрища теперь проводят только в юбилейные даты. Кстати, концерт проводят возле той самой стелы, где в 2020-м протестовали сотни тысяч белорусов. Неизвестно,
Неизвестно, появится ли на празднике Александр Лукашенко. Сейчас он находится в зарубежной поездке, которую сам ранее назвал длительной. Причем, какие страны собирается посетить диктатор, становится известно только постфактум. После 2 дней переговоров с Владимиром Путиным несменяемый правитель отправился в Китай, где уже встретился с Си Цзиньпином. Далее в маршруте заявлена Индонезия. Может, Лукашенко все-таки банально боится? Сначала его подставили, потом отцензурировали. Из интервью Путина исчезли целых 6 минут. Как заметили авторы проекта «Можем объяснить», из официальной версии интервью Павлу Зарубину, которую разместили на сайте Кремля, удалили слова правителя о почти окруженной группировке ВСУ у Старого Оскола, пассаж, из-за которого Путина подняли насмех далеко за пределами России. Также из новой версии удалили оговорку, где хозяин Кремля назвал Херсонскую область Херхонской. Проводить боевые действия только в Херхонской области. Но вырезан и большой кусок, где Путин рассуждал об изменении позиции США по войне, упоминал переговоры в Анкоридже и утверждал, что Россия якобы уже пошла на компромисс и теперь ждет нового визита американских представителей. Кроме того, из опубликованной версии исчезли слова Путина об Александре Лукашенко, в частности, его заявление о том, что белорусский вассал якобы не испытывает никакой паники из-за угроз со стороны Владимира Зеленского. Литва должна отказаться от конституционного запрета на размещение оружия массового поражения. С таким предложением выступил новый премьер-министр страны Миндаугас Синкевичус. По его словам, из основного закона следует просто убрать соответствующую статью. Синкевичус отметил, что в законодательствах соседних стран подобных ограничений нет, а любые изменения могут приниматься с учетом оценки служб безопасности. Обсуждение этой темы началось после того, как министр обороны Литвы подтвердил переговоры с США о возможном размещении в стране американского ядерного оружия. Ранее аналогичный запрет уже отменила Финляндия. А вот в соседней Латвии неспокойно. В последние месяцы было много разговоров о возможности начала гибридных операций Москвы в странах Балтии. И вот в Риге зовут на массовую акцию в защиту театра имени Чехова. Камнем преткновения стал русский язык. Власти потребовали от руководства учреждения заменить русскоязычные вывески, афиши, программки, а также убрать русский язык с официального сайта и страниц в соцсетях. При этом спектакли на русском языке по-прежнему разрешены. Местный предприниматель и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнарс Шлессерс уже призвал на уличную акцию протеста в следующий вторник. Надо показать, что нас много. Те, которые против того, что творит сегодняшнее руководство Латвии. Число русскоязычных жителей столицы Латвии по разным оценкам может составлять от 34 до 44%. В июне в России по совпадению в авральном темпе приняли закон, предоставляющий Путину самолично принимать решения о вводе войск в страны, где, по мнению Москвы, ущемляют права русских. Ну, вот такое совпадение. Российская пропагандистская машина дает сбой за сбоем. Прокремлевские СМИ не только цензурируют интервью Путина, но и принялись опровергать друг друга. Так, сначала «Известия», ссылаясь на европейский источник, сообщили об очередных кознях ЕС. Мол, Еврокомиссия обсуждает введение полного запрета на выдачу туристических виз гражданам РФ. Мол, Запад хочет сделать это, чтобы негативно настроить россиян в преддверии выборов в Думу. Но уже через несколько часов эту информацию «Известий» опровергло старейшее агентство. Как говорится, ТАСС уполномочен заявить: полного визового занавеса для россиян в ЕС пока не будет. В пресс-службе Еврокомиссии уточнили, что речь идет не о тотальной блокировке, а о точечных визовых ограничениях. Мы неоднократно заявляли, что Еврокомиссия пока работает над подготовкой точечных мер по адаптации визового режима к угрозам безопасности, которые могут представлять лица, участвовавшие в войне против Украины. Эти меры предложены Еврокомиссией в рамках 21-го пакета санкций. Вот такие информационные войны внутри кремлевского пула. Сегодня спорят друг с другом, а завтра что? Начнут критиковать Владимира Владимировича? Наоборот, создать какую-то...
Великобритания решила перестроить свою армию по украинскому образцу. Так, новый оборонный план Объединенного Королевства описали в местных СМИ. Главную ставку Лондон делает на беспилотники, искусственный интеллект и автономные системы. Новая военная стратегия предусматривает использование недорогих высокотехнологичных средств для уничтожения дорогостоящих целей. Британские власти также хотят сократить время внедрения новых разработок с нескольких лет до нескольких недель. План представил все еще остающийся на посту премьер-министра Кир Стармер. Мы хотим, чтобы наши люди могли жить в мире, определяемым миром, стабильностью и верховенством права. Но парадокс мира заключается в том, что когда мир вооружается, а агрессия растет, лучший способ избежать войны – это подготовиться к ней. Лучший способ защититься – это сдерживание. Иметь силу, чтобы заставить ваших противников еще раз подумать, прежде чем действовать. И именно это мы и обеспечиваем. Одним из ключевых решений станет строительство специальных кораблей для управления роями морских и воздушных дронов. Кроме того, в стране создадут крупнейший в Европе центр испытаний беспилотников и ускорят массовое производство новых систем вооружения. Опыт войны в Украине все сильнее меняет армии стран НАТО. Теперь Великобритания делает ставку не столько на численность войск, сколько на скорость, технологии и эффективность на поле боя. Только отшумел съезд «Единой России», как один из ведущих финансистов пошел против линии партии. Глава крупнейшего российского банка Герман Греф сделал шокирующее заявление. И из выступления руководителя Сбербанка можно сделать вывод, что россиян не волнует взятие Киева или Малой Токмачки, а все совсем наоборот. Что волнует? Думаю, нас всех волнует одно и то же. Я не думаю, что есть в стране человек, у которого есть какие-то иные волнения, кроме скорейшего завершения военных действий. Это очевидно. Об этом банкир и бывший вице-премьер сказал на годовом собрании акционеров Сбербанка. Примечательно, что вскоре после публикации цитаты Грефа сообщение было удалено. Спустя примерно 1,5 часа его вновь разместили без объяснения причин. Владимира Путина некогда забраковали в школе КГБ, но наиграться в шпионов он не может до сих пор. У него все должно превратиться в спецоперацию. Оказалось, что Россию покинула не одна его секретная яхта, а сразу 2. Вслед за Graceful, о которой мы рассказывали накануне, от родных берегов отплыло еще одно люксовое судно, которое связывают с хозяином Кремля. По данным центра «Досье», речь идет о 71-метровой «Виктория», а ей, как утверждается, пользуется и Алина Кабаева. Согласно данным Marine Traffic, 26 июня яхта покинула Краснодарский край, прошла через Босфор и несколько дней простояла на якоре у Стамбула. Сейчас судно направляется в сторону турецкого курорта Бодрум. Ранее в Турцию взяла курс и 82-метровая Graceful, правда, более сложным путем, обогнув сначала Данию. Яхту сопровождают российский эсминец и аварийно-спасательное судно «Воевода». Примечательно, что экипаж впервые с 2022 года включил транспондер. Однако вскоре после появления сообщений в СМИ судно вновь перестало передавать данные о своем местоположении. Теперь остается гадать, на каком из этих кораблей плывет Алина и кто тогда плывет на втором. Теща? Спасибо, что досмотрели до конца. Приглашаю на вечерний выпуск.